Йоу-йоу-йоу, меня слышно, меня хорошо видно, маякуйте. Как звук, как все. О, замечательно. Так, ну что, давайте расскажу, что у нас сегодня будет. Сегодня мы с вами познакомимся с картриджем GB303. Вот здесь такая вот блестящая, красивая штуковина. Ам, Значит, это своего рода геймбой-версия Roland TB303. Это очень популярный такой басовый синтезатор, если кто знает. Очень много транса, может быть, некоторых техно-треков, ну, вот используется этот синтезатор. Очень популярный такой ACID. Вот, в общем, давайте расскажу поподробнее, как это все мне пришло. Значит, мне пришла посылочка с Kitchbent, и в которой лежала вот такая вот коробочка. Внутри этой коробочки лежала невероятно крутая пупырка вот такая вот, а в ней лежал картридж GB303. У, она вот такая. Вот, выглядит очень красиво, конечно, когда все собрано. Но, конечно же, есть и косяки. Э, Значит, с косяками что там было? Ам, Во-первых, он люфтит. Вот если послушать, ну, я думаю, всем слышно, он люфтит. Тут гуляет он направо-налево. Я что сделал? Я добавил, немножко закрепил его ваткой, и получилось замечательно. Крепенький, удобный. У него позолоченные или золотые контакты. Он такой внутри очень красиво выглядит, очень симпатичный парень. Вот. Значит, в комплекте идет 4 наклейки. Наклеечки, вот они вот такие. И все. Мануала нет. э, И мануал крайне тяжело найти, если что. Но я нашел. И даже вот с вами сейчас им делюсь. Вот он. Давайте мы, да, пройдемся. Значит, что нам вообще автор рассказывает про эту штуку? Говорит то, что это не клон Роланда TB303. Это не оно. Не ведитесь. Но у него есть куча своих фич. У него есть возможность записывать 100 паттернов. Можно записать 17 треков. То есть его можно использовать полноценно как такой трекер. Вот. Вот. Так. Размер. Давайте сравним. Значит, вот он наш картридж GB303. Вот стандартный картридж. Вот он значительно больше за счет этих потенциометров. Так, сейчас надо проверить, слышно. Да, все слышно. Замечательно. М, да, у меня был момент. Я пытался наклеить вот эти замечательные красивые наклеечки, но они, если честно, кошмарного качества. Чуть-чуть не туда приклеишь, пытаешься ее снять, она расслаивается и получается месиво какое-то, липкое. В общем, если дойдут руки у кого-нибудь до этого, то желаю ее очень аккуратно наклеить с первого раза. Там эти пузырики и все-все-все, ну, вы знаете. Ну, давайте больше про звук. Это все-таки монифонический синт. Он может играть сэмплы. У него нету полифонии, имеется в виду то, что вот на LSD же можно было делать там панораму, на правое ухо пошло там пульс первый, на левое там пульс второй. Тут такого нету. Тут он прелесть в другом. Я так понял, что очень похож функционал на луп моно.
но со своей изюминкой. То есть тут 3 потенциометра, которые могут творить чудеса. Можно назначить 6 эффектов, 6 параметров синта на вот эти вот потенциометры. Переключать в реал-тайме, и мы вот это вот сейчас посмотрим. Вот, давайте же это все подключим. Отлично. Скучная часть заканчивается. Так, надо переключить экран на красивую часть. Ни хрена не видно, но сейчас все покажу. Итак, экранчик. Вы видите, тут очень похоже на LSDJ. Про мануалы я чуть позже расскажу. Мы туда еще вернемся. Мы будем бегать туда-сюда между экранами. Значит, это наш экранчик. Сейчас я себе раскрою побольше, чтобы видеть, что я показываю. Ту-ту-ту. У меня крайне все не организовано, но я очень сильно хотел про эту штуку показать. Значит, экран трека. Тут мы прописываем наш паттерн. Здесь у нас нотки. Так, надо тебя запустить звук. Сейчас, один момент. MIDI мы выключаем. Да, у нас есть MIDI. Вот, первый режим река, то есть паттерна. Здесь мы прописываем, как будут звучать наши нотки. Вот. Бас в октаву, как вы любите. И как на стандартном синтезаторе Роланда, у него есть акцент, у него есть слайд, у него есть возможность выбрать волну, квадратная, треугольная. Здесь мы прописываем арпеджио. И здесь у нас прописываются сэмплы. Давайте мы сделаем пустой сэмпл. Сейчас я сейчас буду какие-то разные манипуляции делать, но я потом расскажу, что я делаю. Нам нужен 15-й паттерн. Я его заготовил специально для вас. Вот. Здесь у нас ничего нет. Absolutely nothing. Сейчас. Значит, давайте пройдемся по ноткам. Поменяем нотку. При саунда, то есть прослушать, когда ты нажимаешь ее, такой возможности нет, к сожалению. Нам выбрали ноту там до, допустим. Тут у нас право-лево изменение ноты, вверх-вниз изменение октавы. Октава у нас есть вторая, третья и четвертая. Ну, это же все-таки бас-синтезатор, где вот выше как бы не надо. Значит, чтобы запустить проигрывание паттерна, просто нажимаем Start. Да. Можно сделать акцент. Слышно. Вау. Можно сделать слайд. Это переход из одной ноты в другую. Скорость перехода слайда можно регулировать также потенциометрами. Я чуть позже покажу. Здесь у нас выбор волны опять. То есть эта нота играет, здесь она длится, и можно ее изменить. Так, поехали. Нам нужно, допустим, арпеджио. То есть у нас будет арпеджио из 3 нот, выбираем, насколько она будет повышаться в тоне. То есть у нас это нота ре, то есть это будет у нас следующий тон там ре диез, да? Это ми. И выбираем, сколько нам надо. И это третья нота. Такая вот штукенция. Дальше смотрим. Мы можем также использовать драм. Драмс это сэмплы.
сожалению, тут не дублируются сэмплы, там как в LSD. Мы можем использовать только там один сэмпл в линейке. Ну, давайте что-нибудь кики добавим, да, мы. Давайте сэмплы скажу так себе. Вообще, вот, да. Лучше использовать что-нибудь свое отдельно. Так, ну такое. Ам, Сэмплы оставляют желать лучшего, но с ними можно работать. Можно что-нибудь накрутить, у меня там что-то даже получалось. Отлично. Так, давайте смотреть, что у нас еще. Ай, некрасиво сижу. Давайте мы меня уберем. А М8, если что, покажем. Так, хорошо. Это экран нашего паттерна. Навигация, как в LSDJ. Свои сэмплы закидывать нельзя. К сожалению, нет. Но, может быть, когда-нибудь потом эту фичу добавят. Я верю, что это когда-нибудь произойдет. По поводу навигации, смотрите, если Select зажимаем, можно перейти между экранами, как в LSDJ. В данный момент он показывает буква Т. Это значит экран. Мы можем переходить с помощью зажатия селекта и куда нам надо, там, крестовины. Пойдемте в режим Live, Screen Live. О, Screen Live. Значит, пока играет трек или... Йо-йо. Пока играет трек или паттерн, там можно выбирать между вариантами, там, играть один паттерн или трек, мы можем играть нашими потенциометрами. Это самая главная фича этой всей штуки. Так вот, значит, здесь мы видим, на каждый потенциометр, он обозначен вот этой вот колоночкой. Мы можем выбирать, назначить на каждый из потенциометров один из 6 параметров. Значит, у нас сначала частота среза, катов, резонанс, pitch можно поменять, скорость слайда, то есть переход из одной ноты в другую, скорость ЛФО и амплитуда ЛФО. И ЛФО назначается, чтобы не заблудиться, сразу покажу. ЛФО включается, либо оно не задействовано в самом начале. Его можно включить и назначить, на что мы хотим, на катов, резонанс или pitch. Предназначение некоторых клавиш тут вообще не объяснено, ни в мануале, нигде. Так что я делаю reset LFO на всякий случай. Может быть, это для паттернов очень важно. При переключении паттернов это может как-то сыграть. Ну, давайте не зацикливаться. Значит, давайте назначим первый потенциометр на амплитуду LFO, второй на резонанс и третий на частоту среза. И давайте послушаем, что это. Давайте что-нибудь поменяем. Очень важный момент. Я долго пытался понять, что и как, почему тут такой юзер-не-френдли интерфейс. Что будет, если мы сделаем 3 катов, ну, то есть 3 частоты среза, назначим на все эти потенциометры один и тот же параметр? Ничего не будет. Будет главный, тут приоритет тот, кто справа. То есть вот этот катов будет учитываться, а эти нет. Давайте проверим. Да, направо мы услышали, что правый меняет звук, а эти левые никак не используются.
Хотя, так как эта версия очень сырая, небольшие изменения звуки все-таки есть. Ну, считайте фича. Ладно, давайте посмотрим, что будет, если мы сделаем питч. Повышение тона. Отлично. Так, можно сделать distortion. Давайте поменяем свое любимое. Можно менять distortion. Включаем. Сейчас погромче сделаем. Меняем distortion. Такое ощущение, что чуть громче становится. Ну, все опять же зависит от ваших настроек. Так, осциллятор. Смотрите, здесь можно менять тип волны. Если тут проставлен осциллятор, то сейчас, то вот эта вот колонка будет полностью, вот эта колонка будет полностью игнорироваться. То есть тут мы проставили руками, что хотим, какой тип волны. Тут это все игнорируется. Давайте посмотрим, как это было. Меняем. Там вначале у нас треугольник был. И чтобы убрать, стрелочкой налево уходим. Опа. Вернули все как было. Так, с этим я все рассказал. Отлично. Не все рассказал. У нас были сэмплы. Да, вниз. Давайте присобачим сэмплы какие-нибудь. Ту-ту-ту. Значит, мы можем во время лайв-выступления одной кнопкой выключать сцену. Просто глушат сэмплы, колонку сэмплов. Короче, это делается только на этом экране, на экране паттерна. Здесь буква B ничего не делает. Видно, но вот так. То есть лайв происходит на этом экране всегда. Даже если включаете полностью трек, то заглушать можно будет только тут. Паттерны будут меняться в режиме трека, но заглушать можно только вот на этом экране. Окей, замечательно. Так, что же у нас дальше? Пойдемте на другой экран. Давайте пойдем на какой-нибудь. Вот мы селек зажали, мы были на экране трека, то есть паттерна. Давайте пойдем в режим Song. Вот. Я очень прошу прощения за качество видео и лампу, но это единственная конфигурация, которая смогла заработать. Окей, значит, вот он режим, экран трека. У нас тут проигрывание происходит, это паттерны, это все паттерны. То есть проигрывание происходит сверху вниз. Первый, второй, третий, вот оно вот так вот играется. Давайте что-нибудь запустим. Кошмарный кошмар. Заготовка вчерашняя. Да, вот эти вот странные скобочки, они везде выполняют разную роль. Значит, в документации про эти скобочки ничего не написано. Написано, что вот если BA нажимаешь, тут, по идее, лупы можно делать какие-то. Можно останавливать трек, и можно, чтобы он повторялся с предыдущего вот куска. Но оно всегда работает хаотично, поэтому нашел только возврат. Вот здесь вот, допустим, если мы сыграем. Нет. Так. Повтор последнего паттерна. Так, это?
Это в начало ведет. Вот такая вот штукенция. А, разобраться тут, м, не знаю, попробую как-нибудь потом. Окей, что дальше? А, да, и тут глючит его иногда, конечно. Если вот так вот сначала удаление сделать, а потом эти... Бывают там всякие знаки странные появляются. Ну да ладно, исправят. Так, значит, тут прописываются паттерны, но чтобы запустить а, паттерн, ну, то есть весь проект, надо нажать Select Start. Тогда будет играть трек. То есть, если мы даже находимся в режиме паттерн, в режиме паттерн, вот, если мы нажмем Select Start, у нас будет играть режим трека. И меняются паттерны, вот реал-тайме, вы видите то, что меняются. Там P08, P09, вот наверху. О, фейк. Прекрасно. С сонгом разобрались. Великолепно. Что у нас дальше? Давайте. Какая у нас есть еще тут? Экран memory. Нет, давайте не memory, давайте экран piano roll. Я думаю, что многие из вас когда-то, ну, чуть-чуть знакомы с всякими давами, там Fruity Loops, Ableton и тому подобное. И там есть режим там piano roll, там, где можно прописывать каждую нотку. Вот, можно, вот вам нарисована клавиатура, и такой, хочу ноту там, соль, вот у тебя нота соль. Нажал и добавилось. Но тут какие-то квадратики и какие-то треугольнички. И при том треугольнички превращаются в квадратики и переворачиваются вверх ногами. Что это означает? Значит, треугольничек, который смотрит вниз, это октава вторая. Квадратик– это октава третья. И тот, который наверх смотрит, это четвертая октава. Вот, тут нельзя менять, ставить акцент, тут нельзя делать слайды. Вот. Такая вот, такая вот штуковина. А, Просто наглядно, если вы не знаете, что такое C, D и тому подобное, но умеете играть на пианино, очень странно, что получилось. Ну, в общем, здесь можно взять и прописать себе нотки. Так, и еще, тут есть возможность заглушить ноту. Если опуститься на самую нижнюю октаву, тут очень плохо видно из-за сетки моей, но вот сюда он ниже октавы спускается и ставит крестик. То есть тут будет заглушаться музыка. Услышали паузу. Ага. Вот. Прекрасно. Что у нас дальше? Пойдемте сюда. Это у нас осциллограф, наверное. Он показывает, как происходит срез наших частот. И вообще это наглядно можно посмотреть, как это все выглядит. Эта вот черная точка бегает туда-сюда и показывает, как оно работает. Очень интересно, ни хрена не понятно. Так, дальше смотрим. Это мы сюда вернемся, это напоследок. И у нас еще вот очень важный момент. У нас есть экран memory. Он доступен только когда все молчит, когда остановлено проигрывание. Если проигрывание есть, ну, допустим, сейчас play нажмем, и попытаемся перейти в режим memory. Он в самом низу должен быть, под иксом. Его нет. Нельзя пройти туда никак. Останавливаем, селек нажимаем, вот он появился. Он появляется только в случае, когда все остановлено. И вот, допустим, мы туда перешли, и мы тут можем сохранять наши паттерны. Вы там что-то прописали, а, специально надо выбрать, куда вы хотите, в какой слот, и сохраняем паттерн. Назвали его как-нибудь, буквой B удаляем, там что-то написали, cancel, окей, сохранили, вот он паттерн. Также можно писать треки, вот также мы там взяли, треки прописали в экране треков и сохранили.
Он сохраняется не автоматически, поэтому надо не забывать, что его надо сохранять, иначе все не сохранится. Так, дамп. Так как это, по идее, должно быть сохранение ваших, вашего прогресса, эм, по идее, через link-порт и USB nano, вот это вот этой штучки, можно передавать свой прогресс на компьютер. Вот. Но об этом ничего не написано, абсолютно ничего. И когда нажимаешь dump, он начинает пересчитывать, видимо, все байты вашей памяти. И что происходит? Я этого делать больше не хочу, потому что мне оно не надо. Я попозже разберусь. Я думаю, что это быстро разберется. Вот. Но интригует то, что в документации ничего об этом нет. Так, что-то плохо видно. А ну давай мне вот сюда. Вот так. Ладно. Так, ниже форматирование. Форма. Эх, не видно. И педец. Кто это все сделал? И тут именно красивая анимация. Жалко, что только тут. Вот. Но да, симпатично. Сделана она в 2015 году эта идея была. К сожалению, проект обанкротился и все не состоялось. А в этот раз вот Kitchband продал кучу, ну, не знаю, кучу не кучу, он выпустил вторую ревизию, которая значительно лучше, как они написали, и она подлежит апгрейду. Каким именно образом, не ясно, но она подлежит. Поэтому цена в 2 раза выросла по сравнению с 2015 годом. Но и до этого продажи не было этих девайсов. Они вот только-только появились. Так что будем надеяться на апгрейд. Так, показали мы все экраны, показали, кроме вот этого экрана. А, Это memory, кроме конфигурации. Экран, который меня очень сильно расстроил. Здесь мы прописываем BPM. BPM немножко отстает от оригинального. То есть, если тут поставить 126 BPM, то где-то на 0,2% оно отстает. Ну, не знаю, на сколько процентов все это. Ну, в общем, если тут 126 стоит, я на М8 ставлю 125,9. Где-то так. 9 десятых. Вот, опять же, LFO, про который я рассказывал. Можно включить LFO, и на что мы его вешаем? На pitch, на резонанс или на частоту, ну, частоту среза. Вот, штука для любителей разделять звук на правый и левый канал, чтобы делать. В общем, давайте надо пример показать. У нас есть вариант Synth GB вот, 303, вот именно волна, которая звучит. Мы можем пустить на правое или на левое ухо. А э, наши сэмплы мы можем пустить на другое ухо. То есть возможность разделить, сделать как два моноустройства. Кому-то это может пригодиться. То есть там синт на левое ухо, драм на правое. И добавить драма. У меня одно ухо. Да, работает. Можно поменять их местами. Нет, это возможно. Дальше. Дальше. Все вернем как было. Переписывать паттерны в режиме реального времени, судя по всему. У меня стоит no, но бывает так, то, что они сами перезаписываются, потому что сырая прошивка. Да, такое бывает. Так что, если что-то изменили, сохраните и делайте копии. Делайте копии, да. Так, ну что, самая неприятная вещь– это синхронизация.
Да, если будут вопросы, я обязательно отвечу. Вы там пишите, если что. Так, давайте я пока про синхронизацию расскажу и мою боль. Значит, давайте я для этого открою документацию. О, и вы меня увидите снова. Привет, привет. Я заодно и это сделаю небольшую паузу. Смогу что-нибудь даже доответить. Ой, вы тут писали, 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 а я все пропустил. Ой, ой, тут реклама была, оказывается. Так, я буду сейчас вас перечитывать или не буду. Давайте я последнее сообщение начну. Если что, вы мне там маякните. Привет, привет, Володя, привет всем. Привет. Я очень рад. Боже мой, у вас 14 человек. Вот вам делать нефиг сегодня вечером. А, так, давайте. Есть возможность еще третий канал по центру пустить в оба уха. А, Нет, нет, только синт, только право, только лево. У него нету возможности еще что-то миксом скидать. Скорость ЛФО можно вешать на крутилке. У него 6 параметров. Давайте я открою эту волшебную документацию. LFO Speed, это вот у меня не показывает, как он называется, курсор. Ну, в общем, на картинке написано то, что есть LFO Speed, это второй снизу параметр, и LFO этот, забыл слово, амплитуда. Во. И это можно назначить, то есть это все регулируется. Так, а вот тут про М8 больше вопросов. Я думаю, про М8 мы еще успеем поговорить, порассуждать. У нас вроде как в планах было с Йовой это все посмотреть и обсудить. Так, ладно, давайте вопросов тут амплитуда. Что, да, спасибо большое. Ой, уже поздно. По поводу синхронизации, давайте так. У него изначально заведено то, что он, это ГБ, вот тут, сейчас, секунду. Тут вот рассказано, что именно меняется и в каких позициях. То есть тут можно там, резонанс, там, у него 96 позиций. То есть этот потенциометр, который у вас там крутится, делает там, оборот, он, представьте, тут он на 96 частей поделен, и можно его там крутить как угодно. Там в резонансе всего 16 режимов переходов и тому подобное. Вот, собственно, скорость ЛФО и амплитуда. У ГБА СП, это, да, вот это я расскажу. Значит, в чем неудобство нашего этого трекера? Руками не очень удобно держаться на геймбое. То есть у тебя руки, ну вот, крюки, у меня руки-крюки. И мне вот, ну, не очень удобно. Можно на кнопку нажать, пока ты держишь. Не очень комфортно. Удобнее играть с Game Boy SP. Вот у него, как это все выглядит. Оно у него втыкается снизу. Вот, и крутить его значительно удобнее, ничего не мешает. И еще, если его синхронизировать MIDI, подключить к нему, то провод никак не мешает. Вообще. Сейчас покажу. То есть провод сзади, крутилки спереди. Лево, удобно. На ГБА не СП. Симпатично и удобно.
Но если надо подключить MIDI, это вот очень неудобно. Был бы вот G-образный провод, еще ок, но вот это тяжко. Неудобно. То есть у тебя перекрывает провод 11 потенциометров и беда. Так, ну кто? Это по поводу удобства и комфорта. Я думаю, на Color геймбой, этот потенциометр будет чуть выше, хотя я не уверен. Color у меня нету, покета тоже. Окей, так, я пытался про синхронизацию рассказать. Сейчас туда. По поводу сонга я не дорассказал. Ай-яй-яй. Ладно, сейчас вернемся туда. Вот сонг, да, у него 6 колонок, точнее 5 колонок тут. И если, ну это не все, мы можем перейти еще на одну страницу, то есть наверху слева вот тут написано Song B и Song А, вот если туда перейти. Всего получается, боже мой, сколько там, 160 паттернов можно на один трек использовать. Это удобно, это прям очень удобно. Так, что у нас еще тут по документации? Кто не любит документацию читать? Ам, Если у нас каким-то неведомым образом поломаются потенциометры, и картридж поймет это, не знаю каким образом, но написано, что он так умеет, то котов, вот этот вот режим, где мы видим XY, ну вот, сейчас надо документацию включить. Вот нижний экранчик XY скрин. В общем, если поломаются потенциометры, то этот ползунок можно двигать курсором. Но эта функция включается только если поломанный потенциометр. Как это сделать, бог его знает, но я не хочу пробовать. Так, ам, о, лаби. Крутилки по ощущениям приятные, но они, как сказать, а, легко крутятся. Бывают такие, там надо прям надавить и прям жестко идут, а тут гуляют. Ну, ни холодно, ни жарко, если честно. Не чувствуется, что они дешевые. Но пайка так себе. Я посмотрел, ну, то есть они руками все паяли, а не машиной. Ну, работает. Так, что тут еще? Голые разъемки, разъемы между крутилками. Без понятия. Не знаю, зачем они там. Я буду надеяться, что можно еще прикрутить парочку потенциометров и назначить все параметры, к примеру. Но это будет колхоз. Без понятия. Об этом вообще на форумах ничего не было, я не знаю. Можно ли пить через LFO разогнать до аудиальных частот? Без понятия, вот не пробовал. Ам, так. И можно ли вешать скорость LFO на крутилке? Можно. Хорошо, хорошо. Возвращаемся к нашей документации. Ам, Хорошо. Синхронизация. Нам обещают то, что в синхронизации у нас есть возможность прикрутить LSDJ. А, Есть возможность передавать MIDI. Непонятно только куда, в LSDJ или из LSDJ. Есть поддержка полного MIDI и есть поддержка Nanoloop Master. То есть, когда ваш девайс мастер для Nanoloop.
посмотреть 10-ю страницу, чтобы понять, как это все подключить. Понятно. Значит, я пытался подключить всеми возможными способами, синхронизировать эту версию со всем. В общем, LSDJ, он подключается только по режиму. Сейчас экран поменяю. Да. Значит, вот эта вот часть, она вообще бесполезна. Nanoloop не работает с ним. Эти два девайса это USB нано переходники, чтобы MIDI передавать в Nanoloop и ну, использовать там MGB, допустим. Это MIDI геймбой там. Удобная штучка. Я думаю, про нее уже рассказывали. В общем, через него ни MIDI не подключается, ничего не работает. LSDJ, он синхронизировался только в режиме аналог out. LSDJ передавал на него клок, и такое ощущение, что у него не 16 тактов, а 17. То есть он играет, потом пауза какая-то или задержка, потом опять он играет. У него очень плохая передача сигнала. Пока что у него отвратительная передача сигнала. И скажу то, что принимает он сигнал тоже так себе, иногда потери бывают. И вот сейчас а, маленький. Давайте просто поджимем, чтобы понять, что он может, потому что слишком много слов, и это никому не интересно. Тем более, боже мой, у вас 25. Откуда у вас столько? Откуда вы взялись? Неужели вам это все интересно? Ладно, значит, смотрите. Если у вас так много, поддержите канал, ссылка в описании. Мы будем что-нибудь делать еще. У нас много топиков для того, чтобы с вами поделиться. Ладно, давайте джемить. Так будет намного интересней. Ам, А до того, как мы начнем джемить, я подключу его по MIDI и покажу, как эта штука вся подключается, как все-таки это возможно сделать. Единственный способ подключить нашего друга, вот это GB303, с помощью Arduino Boy. Да, я уже объяснил. Там все не работает. Можно подключить его к вашей DAW, а можно подключить его к любому инструменту, который может передавать MIDI-команды. Я подключу его к FL Studio, покажу сейчас как, и подключу его к M8, тоже от него буду передавать команды. Давайте посмотрим, как это работает с FL Studio. Так, ну что, давайте переключим на FL Studio. Пам-пам-пам. А где же FL Studio? Вот она. Для того, чтобы у нас все работало, нам надо по USB подключить Arduino Boy к компьютеру. Боюсь представить, что сейчас будет. Так. О, оно загорелось. Класс! На Arduino Boy надо выбрать режим MGB. Тут ничего не увидите вы, но имейте в виду, последний режим, вот тут вот будет кнопочка, сейчас горит. Там включается режим MGB. Мы на него сейчас перейдем, если он захочет, конечно. Давайте еще раз отключим, подключим. Ну, конечно. Как только надо, так не работает. Тут должен быть слайд. У нас технические неполадки. Камон. Давайте сюда подключим. Сейчас фонить будет, да. О, пошло. Так, вот этот фон отвратительный. Это связка моих аудиоустройств. Ее не будет на геймбоях и еще где-либо. Это когда M8 подключается к компу и к микшеру отдельно. Мы слышим такой фон. Не пугайтесь, это ненадолго. Так, значит, вы видите, вы меня слышите, замечательно. Вы видите сейчас.
наш FL Studio. Вот он. Ам, звучит? Звучит. Так, давайте сделаем погромче. О, отлично. Но ничего не работает. Нормально так должно быть. Чтобы передавать MIDI команды в наш Arduino Boy, нам надо, во-первых, подключить его. Мы пошли в MIDI, настройки, нашли Arduino Boy. Надо передавать ему мастер Sync и на какой порт вы его вешаете. Ну, у меня сейчас первый порт свободный, я на него вешаю Arduino Pro. Мы добавляем, что мы тут добавляем? Мы добавляем MIDI out инструмент. Я его уже добавил. Вот он, MIDI out. Прописываем нотоньки, да, и включаем. Так, туда звук пошел. А на GB303 мы не выбрали режим синхронизации. Давайте выберем Full MIDI. Отлично. Ну и тут, в принципе, все равно, что мы будем нажимать. Переходим в режим Live на GB303. Ох, запускаем. Запускаем. Давайте. Короче, если вы слышите, выпадают какие-то ноты. То есть он теряет ноты. Теряет не потому, что Arduino плохой, а потому что картридж не все успевает есть. Он, не знаю, с ним беда. Ну да ладно, давайте все-таки продолжим еще чуть-чуть, но не обращать внимания, что не хватает нот. Это косяк. Косяк GB303. Хватит это терпеть. Давайте я выключу этот писк. О, да, отлично. И подключу теперь к нормальному устройству. Давайте подключим его теперь к M8. Мышку вернем, чтобы я снова мог чувствовать себя как человек. Так, переключаем на этот экран. Замечательно. Тут на M8 я тоже подготовил немножко проектик. Так. У меня не работает M8. Давайте мы его перезапустим. О, все. M8 работает. Видно? Есть, оно работает. Итак. Что-то все сдвинулось. Уф. Отлично. Все. Нам нужны очки, чтобы сыграть. Так, все. Давайте пока посмотрим, что тут пишут. Да, еще тот рандомайзер. Но на самом деле иногда бывают очень прикольные звуки. Для джема вообще прям вау-вау-вау. Так, значит, у меня тут прописан всего один паттерн, по которому я передаю MIDI команды
опять же, в Arduino. То есть у M8 есть MIDI out, вот он сюда пошел, он пришел в MIDI in сюда, и по link порту пошел в наш GB303. Тут все то же самое, без изменений. Я передаю сигнал из геймбоя в M8, но там посередине эквалайзер, где я могу добавить частоты, там высокие, средние. Так, пока что без этого. Добавить низких. Можно в своем проекте предназначить какой канал на MIDI и на 303. Да, конечно. Смотрите, значит, на GB303 есть, он работает только по первому каналу. Первый канал. Значит, в MIDI настройках здесь мы вот у нас нулевой паттерн, в нем я сделал нулевой инструмент, который по первому каналу идет. Вот. Можно порт поменять. Ну, короче, разные возможности. Но единственное, что он по первому каналу. То есть можно, если у вас все первые, если у вас несколько инструментов, и они все работают по первому каналу, это такое себе, конечно, удовольствие. Ну, очень надеюсь, что в будущем можно будет переназначать MIDI-канал. Все-таки такая штука была бы полезная. Помимо нот, по MIDI передавать больше ничего нельзя. Было бы круто, если бы можно было передать акцент, слайд, все вот эти параметры, но еще этого нету. Не знаю, будет ли это когда-нибудь. Так вот, все. Я решил не играть по MIDI. Я вот бас в октаву. Здесь, опять же, не все ноты играют. Теряется информация, которая приходит в картридж. Бывает, там, не знаю, там рандомно всегда. Поэтому для лайвов лучше не использовать MIDI. Ох, давайте без лайвов тогда. Сейчас возьмем, без MIDI. Без MIDI. MIDI мы отключим. Это тоже. О, семья пришла. Давайте под землю, и потом будет маленькое заключение.
вот, как-то так. Да, вот он я снова. Что хочу сказать. В целом, штука прикольная. Для лайвов сейчас это был не самый лучший лайв. Вот, но для лайвов эта штука прикольная. Для джеминга, для сэмплов это прям круто-круто. Сырая вещь, отвратительно сырая. Я очень надеюсь, что скоро все обновится и будет более-менее норм. Вот. Ждем обновления. По поводу косяков, важный момент, если кто-то очень собирается в ближайшее время покупать или когда-нибудь надоумит это сделать, смотрите, есть одна особенность. У меня есть вот IP скрин на Game Boy Original. Вот он, да. Он когда включается, такой красивый, светлый, можно там менять цвет. Ну, прикольная штука. У него он, походу, несовместим с GB303. Потому что начинают рандомно прыгать эти. В общем, навигация. Ах, кошмар какой. Эм, у него навигация не работает. Я нажимаю Select, точнее, вниз нормально идет, но он начинает триггерить какие-то кнопки. Если нажимаю наверх, он Select зажимает. В общем, ну вот, наверх я Select не нажимаю, а он переходит. Короче, ведет себя как попало. Вот это я проверил на 3 подсветках, и везде одинаково. А чувак, который делал этот проект, он сказал то, что проблема, скорее всего, где-то там с заземлением, он ничего не знает. Не знаю, в чем проблема. Знаю то, что с LSD таких проблем нету, с налупом я не пробовал. Вот. Как бы, но проблем с GBA нет. Тут тоже подсветка, видели? Вот она. И с ним все в порядке. То есть, а, красота какая. То есть все нормально, ничего не прыгает, все работает как и должно. Вот. Ну, красивый тут, смотрите, разноцветный. Хочу посмотреть, как выглядит режим. Глядится. Вау, вообще шикарно. Во, это вот по косякам. Что я еще мог забыть перед тем, как гляну, что там за вопросики. Ам, Про BPM я рассказал, то, что он чуть-чуть отстает. Ну, как бы вот. Все, что было мною изучено. Вот, и что я узнал на этот момент. Давайте я посмотрю, что тут у нас в чатике, и мы разберемся. О, Танька. Так, что в чатике люди пишут? Юзабилити от 1 до 10. Юзабилити от 1 до 10, в зависимости от того, как вы работаете. Но если использовать его с MIDI, то есть в своих проектах писать какие-то невероятные крутые проекты, то юзабилити из 10, ну пусть будет 6. Вот, если играть вот так вот, джемить, то, наверное, восьмерка. Восьмерка. Так. а, Боже, тут даже донаты были. Огромное спасибо. Боже ты мой. Так, на чем я остановился? Возможно ли целиком только на нем по комфорту MIDI? Целиком на нем можно писать треки. Да, то есть Select Start запустил свой проект, и там можно написать треки. То есть альтернатива на Loop Mono, скорее всего, да. Полноценные треки работают без задержек, без всего. То есть он сам по себе хороший трекер. Но у меня не было времени что-то годное написать. Вот. Единственное, надо иметь в виду то, что если вы переписываете свой паттерн и не проставили галочку, то, что э, овер перезаписывать паттерны, оно все равно будет перезаписывать. Иногда будет, иногда не будет. То есть косяк есть. Вот, что еще? Что еще?
Но как полноценный трекер замечательно. Я думаю, что он работает, но просто больше копировать паттерны. Можно ли пить через LFO, когда это я уже спрашиваю, это отвечал, не знаю. Третьего канала нету. Эти крутилки мэпят, я не знаю, сколько каналов. Я думаю, что там всего один пульс используется. Может быть, продублировано два пульса. Хотя, если вспомнить LSDJ, у него эффекты можно было накладывать только на первый пульс. Может быть, там только первый пульс задействован. А WAV используется только для для сэмплов. Это точно. Поэтому не может... это не WAV э, трекер, это все-таки пульс трекер. Оригинальный чиптюн, не WAV. Ам, Один один параметр на канале. Не совсем понял вопроса. И тут пульс или WAV, это пульс. Да, подобное на LSDG пока что не повторить. Это точно. Потому что я даже не знаю некоторых таких параметров, чтобы это вот так звучало. Но, ну, он крутой. Мне понравился его звук. М, Звук откуда чипа или как на луп с картриджа? Звук с чипа. Я думаю, это звук чипа. Хотя врать не буду. В документации ничего не написано. Но я думаю, что это все-таки звук чипа. Вот. Я, боже мой, я ответил на все вопросы. С ТБ-03 можно, я думал записать что-нибудь, но надо что-то подготовить. Будет интересно сделать такого рода м, запись. Вот. Я думаю, все. У меня моя а, лекция закончена. Большое спасибо, что были со мной все это время. Вас 23 человека. Боже мой, вам делать нечего. Вот, ладно. А, Надо эту штуку с саминайзером. Ну да, можно. Как вариант, кстати. Ладненько, мои хорошие. Все, было очень приятно с вами провести это время. Увидимся, надеюсь, в скором времени. Если что, если у вас будут вопросы по поводу этого синта или еще что-то, спрашивайте в комментариях, мы ответим. И пишите, если вам что-то очень будет интересно, обсудим что-нибудь еще. Вот, около 8 бит тем. Все, давайте тогда всем до свидания. Пока-пока.